Литва, как и многие другие члены Европейского Союза, при вступлении в него отказалась от национальной валюты – лита. Было ли это решение правильным? Вопрос этот имеет множество аспектов и непосредственно связан с перспективами развития литовской экономики и уровнем жизни ее населения. Именно этой теме посвящена недавняя аналитическая статья Якова Кедми. Предлагаем вам некоторые выдержки из его исследования. 10 лет назад Литва торжественно отказалась от лита в надежде получить европейский уровень жизни. Политики щедро сыпали обещаниями экономического роста и финансовой стабильности. Однако на практике выросли только цены, а зарплаты остались практически на том же уровне. 1 января 2015 года тогдашний премьер-министр Литвы Альгирдас Буткевичус устроил настоящее шоу, сняв с банкомата первую в стране 10-евровую купюру. Окруженный толпой журналистов, министров и финансистов, он во всеуслышание пообещал, что совсем скоро литовцы не будут отставать по уровню жизни от немцев и французов. Нужно всего лишь немного подождать, успокаивал он граждан. Журналисты, присутствовавшие на этом историческом событии Zatsarādītika, задали банкирам логичный вопрос. Когда же, наконец, литовские уборщицы начнут получать 2-3 тысячи евро? Банкиры, не задумываясь, ответили – лет через 10-15, ссылаясь на якобы имеющиеся положительные тенденции в экономике. Прошло 10 лет. Альгирдаса Буткевичуса давно уже нет в кресле премьер-министра, да и из социал-демократической партии он тоже ушел. Сам он, впрочем, обеспечен и в бедности не живет. Все-таки он честно отработал свой хлеб, все эти годы усердно нажимая на кнопки, все ими мечтая о том светлом дне, когда каждый литовец сможет сказать «Ура! Я живу по-европейски!» и уехать жить в Европу. А вот литовские уборщицы как получали гроши, так и продолжают получать. Более того, многие из них вообще лишились работы, поскольку предприниматели в целях экономии теперь убираются сами. К десятилетию введения евро многие финансисты и эксперты в области монетарной политики дали интервью, в которых расхваливали решение об отказе от лита. Вот несколько характерных высказываний. Благодаря единой европейской валюте Литва получила возможность участвовать в формировании монетарной политики еврозоны. Стоимость займов снизилась за счет устранения валютных рисков. После вступления в еврозону кредиты стали более доступными и дешевыми, что, безусловно, укрепило экономику Литвы, заявляет Витас Василяускас, бывший глава Банка Литвы. Кредиты стали дешевле и доступнее, процентные ставки снизились. Это положительно повлияло и на бизнес, и на жизнь обычных людей, говорит экономист Альгирдас Барткус. Евро – очень удобная валюта для небольших стран, таких как Литва. У нас нет развитой промышленности и нет собственных источников энергии, утверждает финансист Нериус Мачулис. Индра Пикчина, экономист банка Šiaulių Bankas, считает, что евро помог Литве преодолеть трудности последних лет и привлечь иностранных инвесторов. Правда, она не объясняет, что это были за трудности и инвесторы. У нас сбалансированная и стабильно развивающаяся экономика. Государственный долг находится под контролем. За последнее десятилетие Литва добилась большого прогресса, говорит она. Однако Литва и до введения евро не была бедной страной. Например, с государственным долгом тогда тоже справлялись. Создается впечатление, что у Пикчини и ее коллег нет действительно весомых аргументов в пользу евро. Инфляция, которую считают одним из главных недостатков единой европейской валюты, была примерно такой же, как и в странах Центральной и Восточной Европы, не входящих в еврозону. За 10 лет цены в Литве выросли в 1,5 раза. В Польше, Венгрии, Румынии, Чехии примерно на том же уровне. В Польше в 1,5 раза, в Румынии и Чехии на 53%, в Венгрии на 68%, утверждает экономист. Выходит, что соседние страны, сохранив свои национальные валюты, вообще ничего не потеряли. А что получила Литва? Экономисты говорят о повышении уровня безопасности. Но это вызывает сомнения. Польша со своим золотым сегодня находится в гораздо большей безопасности, чем Литва с евро. Варшава может рассчитывать как на собственные силы, так и на поддержку союзников, в то время как Вильнюс только на союзников. Единственный явный плюс для Литвы – это снижение процентных ставок по кредитам и ликвидация валютных рисков. Однако это преимущество сомнительно, учитывая, насколько вырос государственный долг. Министр финансов Литвы Римантас Шайджус отдает себе отчет в том, что национальная валюта – это один из важнейших элементов государственного суверенитета. Контролируя курс национальной валюты, правительство может оперативно и эффективно реагировать на глобальные экономические процессы. В еврозоне же эти решения принимаются централизованно. Что касается негативных последствий отказа от лита и введения евро, то их удалось смягчить только ценой снижения уровня жизни малообеспеченных слоев населения.
Финансовый кризис 2008-2009 годов, пандемия COVID-19, энергетический кризис, гонка вооружений – все это легло тяжким бременем на плечи налогоплательщиков. При этом небольшая группа людей, 10%, получили возможность фантастически обогатиться, а более четверти населения Литвы оказались в нищете. Не успел вскочить в последний вагон уходящего поезда и стать олигархом? Ну, это уже твои проблемы. Шутят литовцы. Многие из них с ностальгией вспоминают литы. Вот 100 литов – это были реальные деньги. А 100 евро сегодня хватает лишь на пару походов в супермаркет. Действительно, на среднюю зарплату 2014 года, которая составляла примерно 2000 литов, можно было купить гораздо больше, чем сейчас на 1500 евро. По словам Эдиты Лисенскайте, специалиста Банка Литвы, даже сейчас, спустя 10 лет после перехода на евро, люди продолжают приносить литы для обмена. Старые купюры и монеты находят в самых неожиданных местах – в книгах, старых сумках, на дачах. За 10 лет жители Литвы обменяли 5 миллиардов 400 миллионов литов, что составляет 1 миллиард 560 миллионов евро. Лисенскайте сообщает, что сейчас вне банков находится еще около 300 миллионов литов банкнотами и 100 миллионов литов монетами, то есть 400 миллионов литов в целом, что составляет 86,9 миллионов евро и 29 миллионов евро соответственно. При переходе на евро 1 евро стоил 3 лита и 45 евроцентов. Стаканчик кофе, который раньше стоил 2 лита, стал стоить 2 евро или 6 литов 90 центов. Власти, в лице премьера Буткевичуса, клялись и божились, что не допустят резкого скачка цен, но это оказались пустые слова. Цены выросли, а зарплаты остались теми же. Латвия и Эстония, которые ввели евро в 2014 году, предупреждали Литву о возможных проблемах. Но литовское правительство не стало их слушать. В итоге через 10 лет все 3 балтийских тигра превратились в промокших котят. Сейчас ситуация продолжает ухудшаться. Министр финансов Римантас Шаджус просит Еврокомиссию разрешить Литве превысить лимит дефицита бюджета, установленный Маастрихтскими соглашениями – 3% ВВП, чтобы потратить почти 4% ВВП на военные нужды. О повышении же уровня жизни никто даже не задумывается, а президент Гитанас Науседа продолжает обещать государство всеобщего благоденствия. Новое европейское десятилетие в Литве начинается с новых налогов. С 1 января 2025 года уже повышены акцизы на алкоголь и сигареты, якобы ради финансирования обороны. В Литве снова растут цены на газ и электроэнергию. Газ подорожает из-за роста мировых цен. Также ожидается повышение цен на бензин и дизельное топливо, что неизбежно приведет к дальнейшему росту цен на все товары и услуги. Мы находимся на пороге очередной волны инфляции, и остается только надеяться, что она будет не очень большой, говорит Лина Светаутас Карвавичус, предприниматель из энергетического сектора. 10 лет прошло с тех пор, как в Литве ввели евро, но обещанного европейского уровня жизни так и не наступило. Многие литовцы по-прежнему вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. Уважаемые зрители и слушатели, а вы согласны с выводами Якова Кедми? Ждем ваших комментариев. Нам особенно интересно мнение тех, кто живет в Литве. Предлагайте темы для наших следующих выпусков. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Спасибо за просмотр.